Come and get us. All that we've been running from to paradise. Another bunch of tired. Another time we could have gotten lost out here. Всем привет, мои дорогие софитики, и я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я захотела сделать необычного дракона. Я захотела сделать всевидящего дракона. И я его так назвала, потому что у него очень много глаз. Как делать заготовки для челюстей, вы уже знаете. Ну а если нет, в видео показано, как это сделать. Заготовки готовы. От заготовки нижней челюсти нужно отрезать небольшой кусочек, чтобы она была короче. Приступаем рисовать боковые части. Складываю лист А4 пополам. Прикладываю заготовку верхней челюстью к листу бумаги и обвожу ее простым карандашом. После этого придаю форму боковой челюсти. Нарисую большие острые зубы. Приступаю рисовать глаза. Они будут находиться по всему дракону. Теперь нарисую еще один глаз отдельно. Он будет ярко-желтых оттенков. Нарисую зрачки остальным глазам. Самого дракона я разукрашу болотным оттенком. Зрачки глаз разукрашу красным маркером. Основной глаз будет разукрашен желтыми оттенками. Теперь все вырезаем и вторые стороны разукрашиваем точно так же. По точно такой же технике делаем боковую часть нижней челюсти. Боковую часть нижней челюсти вырезаю и вторую сторону разукрашиваю точно так же. Теперь мы с вами нарисуем верх и низ дракона. Беру заготовки челюстей, приклеиваю их к листу бумаги и обвожу простым карандашом. Не забываем нарисовать бортики. Это у нас будет рот. Его разукрашу коричневым маркером. Нарисуем язычок. Он будет черного цвета. Все вырезаем и заворачиваем бортики. Теперь мы с вами нарисуем верх дракона. Складываю лист А4 пополам и берем заготовку, которую мы только что сделали, и обводим ее простым карандашом. Не забываем нарисовать бортики. Кстати, верх нам нужно немножко удлинить. Посередине нарисуем большой глаз. Он будет разукрашен желтым маркером. Ну и не забываем про маленькие красные глазки. И верх разукрашиваем такими же цветами, какими разукрашивали боковые части. Теперь вырезаем его.
Теперь приступаем рисовать аксессуары. Нарисуем большие шипы, на которых тоже будут нарисованы глаза. Шипы вырезаем и вторую сторону разукрашиваем точно так же. Мне дракону захотелось нарисовать щупальца осьминога. Ну и конечно же не забываем про рога. На рогах будет присутствовать зеленая лоза. Теперь все разукрашиваем. Можете поставить паузу и посмотреть, какими цветами я разукрасила детали. Теперь их вырезаем. И вторые стороны разукрашиваем точно так же. Вот так у нас должно получиться. Все детали готовы. Теперь начинаем собирать нашего дракона. Вот такой всевидящий дракон у меня получился. Надеюсь, что вы делали его со мной, и у вас он получился очень красивый. По-моему, этот дракон вышел очень необычный. Мне он очень нравится. Ну а если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои самые новые видео. Всем пока-пока!